В Подмосковье на складе «Озон» произошел неожиданный инцидент. Вместо обычной работы по упаковке товаров сотрудники столкнулись с внезапной проверкой документов. Полиция и ОМОН провели масштабную операцию, которая стала серьезным испытанием как для работников, так и для тех, кто находился там без законных оснований. Обычные коробки и упаковки сменились отчетами, проверками и задержаниями. Одни сотрудники испытали шок, другие попытались спрятаться среди товаров, но все напрасно. Мы просто работаем, зачем нам документы? Удивлялись сотрудники, не понимая, к чему приведет проверка. Силовики четко обозначили свои цели – проверить всех без исключения. Особое внимание уделили сотрудникам из Средней Азии. Более 300 человек старались доказать свою легальность. Однако многие не смогли ответить на элементарные вопросы о документах, что лишь ухудшило ситуацию. «Зачем вам паспорт?» «Мы все друг друга знаем, мы просто работаем». Пытался объяснить один из мигрантов, но его доводы не произвели впечатления на силовиков. Итогом рейда стало выявление 48 работников без необходимых документов. Было составлено 36 административных протоколов на сотрудников и руководство. Против некоторых начались дела за незаконное привлечение мигрантов. ОМОН действовал решительно, не давая шансов тем, кто пытался скрыться. Работники, спрятавшиеся в глубине склада, сталкивались с силовиками на каждом шагу. Один из мигрантов даже утверждал, что просто проходил мимо и случайно заблудился, но сотрудники быстро разоблачили его ложь. Наблюдатели шутили, что это надолго останется в памяти склада. Сцена выглядела атмосферной. Нарушители сами собрались в одном месте, ожидая своей очереди в отделении. Среди работников начали ходить слухи о том, что это не последний рейд. Теперь они точно будут знать, как работать с мигрантами без регистрации. Похоже, только такие громкие действия смогут заставить руководство соблюдать законы, заметил кто-то из местных. ОМОН тщательно проверил все уголки склада, и многие мигранты не скрывали своего смущения, когда их просили показать документы. Кто-то утверждал, что потерял паспорт, кто-то пытался убедить, что работает здесь всего первый день, а документы уже в пути. Однако, как выяснилось, это были лишь отговорки, и у многих просто не было никаких документов. «У нас нет другого выхода. Где еще можно заработать такие деньги?» Оправдывались задержанные. Руководство, похоже, пыталось сгладить ситуацию, но ОМОН был непреклонен. Теперь этот праздничный день на складе «Озон» будет служить уроком для новоприбывших. Помните, когда на склад пришел ОМОН? Если же серьезно, 48 человек оказались нелегалами, не имеющих регистрации. Всех их депортируют. Компания обычно в таких случаях ни при чем, нелегалов присылают подрядчики. Хотя в законе четко прописано, что ответственность за найм нелегала несет именно тот, кто предоставляет ему рабочее место. А уж через посредника он работает или нет, значения не имеет. Вот выдержка из закона. В случае, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность на территории работодателя без разрешительных документов, то его деятельность будет считаться нелегальной. В данном случае будет выписан штраф за наем иностранца без разрешения или патента. Выводы не очень утешительны. Рейд на складе «Озон» не только выявил серьезные нарушения миграционного законодательства, но и продемонстрировал тревожные тенденции на рынке труда. Практическое отсутствие русскоязычных работников вызывает вопросы о доступности таких рабочих мест для граждан России и подчеркивает зависимость экономики от трудовых мигрантов. Ситуация на складе – это лишь видимая часть проблемы, отражающая более масштабные изменения в стране. Легкий доступ к низкооплачиваемой рабочей силе приводит к тому, что многие компании предпочитают игнорировать закон, нанимая мигрантов в обход правил, что создает замкнутый круг нелегальной миграции и социальной напряженности. Нужно также отметить, что в последнее время мигранты опасаются легализоваться. Все дело в том, что недавно в России введено обязательное условие для иностранцев, получивших российское гражданство – вставать на воинский учет. Мигранты с удивлением узнают, что гражданство – это не только права, но еще и обязанности. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!